Всем привет! Подписались, лайкнули. И сегодня день со мной. Пошли сегодня на прогулку со мной по Всеволожску. Я приехала в такое место, где установлено несколько памятников. Это воинам Великой Отечественной войны, ликвидаторам ЧС и погибшим в авиакатастрофе на Синае. Так что постараюсь вам показать этот прекрасный мемориал. Мы сейчас сходим с вами, у них здесь церковь. Посмотрим еще, может, парк. Ил-4 мальчишки. Ну и девчонки, кому интересно. Но думаю, это больше мальчишкам. Двухмоторный дальний бомбардировщик. Страна СССР. Тип дальний бомбардировщик. Дата выпуска 39-1945. Главный конструктор Ильюшин. Длина 14,8 метра, ширина 21,44. Масса пустого 5800. Масса снаряженного 10 055. Масса максимальная взлетная 12 120 килограмм. Экипаж будет состоять из 4 человек. Летчик-командир экипажа, штурман, стрелок передней установки, стрелок ради средней установки, башенный стрелок, стрелок люковой установки. Максимальная скорость на высоте 430 км в час. Хочу еще посмотреть. Вот вижу, там дзот есть. И даже пушка. Вечная слава героям павшим, боям за свободу, независимости Родины. 45-й, 41-й, 45-е года. Рассматривайте, ребята, пока сдалека, а я подойду к каждой табличке, вот, и потом вам зачитаю, что там написано. Мы сходим еще вот в церковь. Иду я вот к этому снаряду. Это у нас 94 километра 25 мм зенитная пушка образца 1944 года. Калибр 25, длина 5300, ширина 1700, масса в походном положении 2,1 тонну. Скорость до 400 выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы 6 километров. Ё-моё, ребята, вы знаете, потаскать такую пушку во время войны. Не, ну, конечно, ее автомобилями, но вот как я иногда смотрю военные фильмы, что там. Я думаю, снарядов нету, скорее всего, это... Ну, не буду я трогать, это же памятник все-таки. Сидели вот на таких металлических. Ребят, зимой, представляете, посидеть на металлических? Ну, такой небольшой тематический городок детский. А там вот, скорее всего, это землянки. Я думала, это дзоты, но это землянки, похоже. Да, тоже вот попробую порой вот такие землянки, траншеи, когда холодно, зима, ты уставший. И все это надо отрыть. Представляете, сколько было и труда, и сил, чтобы отвоевать нашу страну. Вот такая землянка. Да, и воевали все мы, были сплоченными. Никто не шел против друг друга. Все были едины. И это было очень даже хорошо. И поэтому, несмотря ни на что,
Я чту память всех народов. И хочу, чтобы тоже все помнили, что в нашей истории есть Великая Отечественная война, была также атомная станция, чья есть Чернобыльская. И тоже тогда буквально все сплочившись, ехали и ликвидировали эту аварию на ЧС. Тогда разъехались по многим странам люди, которые не могли жить в Припяти. Еще одна установка 37 ММ, автоматическая зенитная пушка образца 1939, страна СССР, расчет 7 человек, калибр 37, длина 5500, ширина 1765, скорость стрельность до 160-170 выстрелов в минуту. Вот такая мощь наша была. Но она и сейчас у нас. Но я имею в виду в те годы. И так самолет издалека. Вот такая гравировка, ребята, летчику. И это мемориал посвящен Великой Отечественной войны. В середине, видите, написано «Память о вас сохранят потомки». Я надеюсь, что потомки, да, мы действительно сохраним эту память. Потому что очень много людей погибло на этой войне. Очень много. Ленинград, вы знаете, был в блокаде. Один из тех городов, который пережил эту блокаду. Хочется, чтобы вы не забывали, сколько было принесено тогда жертвы. И мы отстояли эту войну. И надо, когда приезжаете к нам, то отдавайте честь, как говорится, помните о том, сколько людей пожертвовало для того, чтобы мы жили под мирным небом. И не только дворцы у нас хороши, а можно приехать на наши мемориалы, посмотреть. Здесь вот опять, я не знаю, как эти киоски называются. На выходе вот получается, два киоска. Видите, фильм снят в рамках «Дети войны». И здесь есть вот фильм. Ну и, конечно, легендарный автомобиль, который в блокаду вывозил людей по дороге жизни, на которой мы сейчас вот едут автомобили. Это дорога жизни. Она отмеряется каждым километром до Ладожского озера. И там есть мемориал, памятник, разорванное кольцо. Вот это 10-й километр дороги жизни. Вот написано даже памятные километровые столбы. Ансамбль «Земельный пояс славы Ленинграда». Объект культурного наследия федерального значения. Мемориал создан в середине 60-х 20 века. Представляет собой комплекс мемориальных сооружений на рубежах битвы за Ленинград 41-44 года. Ну, я, ребята, читаю это для того, я, конечно, знаю, что мое поколение и поколение, которое еще меня постарше, они все это знают. Ну, это может быть, когда-то бы ролик посмотрит молодежь, послушает и приедет на наш мемориал посмотреть. Что будет очень приятно, что они вспомнят, почтят память своих дедов и прадедов. И вот так выглядит ГАЗ знаменитый, который в войну. Я даже не представляю, как в нем могли ехать по морозу люди, водители. И смогла бы ли я, не знаю. Память таким людям будет вечна. Здесь еще вот один мемориал с
сад памяти. Как я вам уже сказала, здесь нескольким мемориал установлен. Вот сад памяти, мемориал экипажу, пассажирам рейса 7К 920 92 68, погибшим 31 октября 2015 года в небе над Синайским полуостровом, Египет. Экипаж и все пассажиры. И здесь же находится памятник ликвидаторам Чернобыльской атомной станции. Поэтому, ребята, обязательно приезжайте в это место, почтить память, посмотреть, погулять. Вот такой. Помни Чернобыль. Молодые деревца. Воем землякам. Но этот, я так понимаю, что памятник афганцам. Абрамов Ашот Андроникович и воинам-землякам, погибшим в Чеченской Республике. Нашим землякам, погибшим в Республике Афганистан при выполнении интернационального долга. В память блокадникам, умершим от холода и голода в период блокады 1941-1944 от блокадных граждан Всеволожска. Ну и, конечно, все помнят, как в войну немцы в концлагерях издевались и мучили наших советских граждан. И здесь установлен памяти погибших и замученных в фашистских концлагерях. Что наши люди не только гибли. Думаю, об этом должны помнить все. Что в концлагерях были простые мирные граждане, над которыми издевались. Не хотела я, конечно, затрагивать никакую тему и не затрагиваю. Я приехала сюда почтить память, посмотреть мемориал, показать его вам, чтобы вы ценили свое мирное небо и приезжали к нам смотреть не только дворцы, а помнили, что вы приехали в Ленинград, в тот далекий Ленинград, который отстояли для нас все народы, независимо, никто не делился, и все поставляли друг другу плечо. В том числе на Чернобыльской АЭС тоже все подставили друг другу плечо, все приехали. Была большая катастрофа, была ликвидация ЧАЭС, потом все разлетелись и разъехались по разным республикам, и теперь независимость. Они живут в разных республиках. Вот так, ребята, но мы все равно все вместе. Рядом расположены могилы воинам. Небольшое кладбище такое, захоронение. Красивый такой сад. Они молодцы, конечно, все волжане. Смотрим, рядом располагается Спасская церковь, тоже хочется глянуть. Вот прямо напротив мемориала она расположена. Мозаика.
Мы, ребята, с вами вот здесь. Видите, написано «Вы здесь», Всеволожск, Санкт-Петербург. И храм Спаса Нерукотворного образа. Бывшая усыпальница дворянского рода Всеволожских. Работает с 8 до 8. Построен в 1901. Часовня. В честь святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Закрыто, ребята. Хотела зайти. Пойдемте, зайдем в саму церковь. Церковная лавочка у них для деток. Трапезная. Храм открыт. Сейчас мы в него зайдем, с вами посмотрим. Очень красивый храм. Спокойствие всегда в храме. Поэтому приедете, тоже зайдите. Есть памятная табличка на самом храме. 25 августа 1901 года построен и освящен храм Спаса Нерукотворного образа усердием благочестивой Елены Васильевны, урожденной княгини Кочубеев, память супруга Павла Александровича Всеволожского, участника строительства Ириновской железной дороги. Есть у храма свой сад. С библиотекой. Посмотрим сад. Интересно. Какая благодать. В саду яблоки. Зимние. Сейчас, видите, много паданок. А, там белый налив вкусный. Заглянули, приехали в сад, погуляли, зашли в церковь, сходили на наш мемориал. Такая у нас с вами сегодня благодатная прогулка. Колокольня, ребята, у них. Вот такой яблоневый шикарный сад. У них вкусные. Пару налива съела. На окнах мозаика. История храма
фотографиях. А это территория за храмом. Здесь протоиерей Игорь покоится. Иванович Скопец. Детская площадка. Иконная лавка есть. Конечно, хотела я в часовню Иоанна попасть. Была, ребята, сейчас в иконной лавке. Тут раздался звонок. Оказывается, в этом саду, в котором мы сейчас с вами гуляли, можно собирать яблоки. С благословения, конечно, батюшки. Вот они нападали. Можно приехать и пособирать яблоки. Пойдем дальше. Я думаю, может, еще заеду в несколько мест показать вам. И посмотрим во Всеволожске. Жалко, конечно, что часовня закрыта. Я очень хотела ее посетить. Иоанн. Поэтому очень хотелось. Здесь рядом за мемориалом есть такой у них во Всеволожске чудесный парк. Называется Песчанка. Ну, конечно, я вам его тоже покажу. Вдруг кто-то приедет, или кто-то живет из жителей, кто-то меня смотрит, чтобы тоже вот знали, где у вас можно отдохнуть. Мемориал рядом. И сразу парк за мемориалом находится. Пошли, посмотрим. Для людей. Видите, молодцы, с ограниченными возможностями можно спуститься по ступенькам благодаря, не знаю, как это устройство называется, но знаю, что вот оно опускается и можно спуститься вниз, потому что есть вот ступеньки в парк, дорожки вымощенные. Здесь раздолье. Даже никогда и не знала. Добро пожаловать в общественное пространство парк Песчанка. Главная сцена, амфитеатр, фудкорт, стелла, малая сцена, скейт-площадка, зона тихого отдыха, пруды, тамп-трейк. Пойдемте посмотрим. И по моим зрителям, конечно, я даже и не знала, сколько раз я была во Всеволожске. Но это все центр Всеволожск, административное здание. Ну а теперь вот я знаю, что есть у них хороший Пугаревский карьер, шикарная площадка. Я, пожалуй, здесь буду частым гостем на прогулках. Вот так оно все сверху. Смотрите. Это, я так понимаю, скейт-площадка. Сейчас я вам наведу поближе, потому что если я спущусь, оно не так будет красиво. Да, раздолье кому-то. Я такого еще в городе нигде не видела. Идем дальше. Конечно, посмотрим их парк. Я даже не знаю, тут можно приезжать, кататься на самокатах. У меня как раз есть самокат. Я все время думала, где мне покататься. Вот сюда можно на самокате. Вот как раз кто-то уже катается. Ух ты, какая у них шикарная детская площадка. Лестница. Ну ничего. Вот так вам сверху виды. Вот кто-то ко мне скалолазка. Будущее. Хороший парк у них. Поле делают. Правда, не знаю, что это будет за поле. Но это, скорее всего, не знаю, наверное, к парку не относится. И вот велосипедисты. Ага, это и есть скейт-площадка. А вот здесь как раз, наверное, вот как на горках. Мальчик, вон, видите, катается.
Да, здесь, конечно, хороший у вас парк. Песчанка. Повезло Всеволожску. Не только красивый зеленый город, но еще и такой парк у них, где можно приехать и на велосипеде покататься, и на самокате. Повезло Всеволожску. Напишите, у кого есть тоже такие парки, где можно так приехать и на самокатах, и на велосипедах, и на скейтбордах покататься, и с хорошей детской площадкой. Ну, Всеволожск вам, конечно, вообще везет. Вы как зеленый город с такой небольшой невысотной застройкой. И плюс у вас такой шикарный парк. Цветов, конечно, вам надо побольше. Но это администрация, видно, экономит. Ну, вот деревья насадили. Значит, через лет 10-15 здесь будет хороший парк. Хочется ближе посмотреть скейт-площадку. Детям, конечно, ну я вообще в восторге. Вон они как на самокатах. Я тоже люблю кататься на самокате. Это для них. Так, это трамп-трек, оказывается, для велосипедистов. Скейт-парк. И рядом воркаут. Площадка называется. С тренажерами. Для тех, кто любит на воздухе заниматься. Вот такое увлекательное у нас с вами путешествие получилось. Мы с вами побывали сразу, почтили память, зашли, приехали здесь же в парке, можете погулять. Очень Всеволожску повезло. И вы, если сюда приедете, вам тоже повезет, вы можете погулять, пройти здесь, побыть на нашем мемориале. Здесь еще амфитеатр. Хочется тоже посмотреть, еще вот вскарабкаться туда наверх. Ну, вот туда дальше есть даже продолжение. Ух ты, смотрите, какой у них интересный. Всеволожск и все окружающие Всеволожск поселения. Заневское, Колтышское, Морозовское, Щегловское, Новодевяткинское, Муринское городское, Рахтинское, Кузьмоловское, Бугровское, Романовское, Токсовское. Вся Всеволожская область. Вот такая небольшая карта. Молодцы всеволожане, молодцы. Здесь же у них булочки, пирожки. Ну, все, в принципе, как всегда у нас. Амфитеатр. Зовите меня на концерты. Приеду, тоже посмотрю, какие у вас праздники. Напишите мне, когда у вас день Всеволожска, чтобы можно было приехать погулять в этот день города Всеволожск. И везде здесь, смотрю, подъемы есть. Так, улиточки у нас тут с кремом. Только сладкая выпечка, только круассанчики. И сказали мне, там дальше есть фудуки. Ну, я хотела пирожок с чем-нибудь вкусненьким. Надеюсь, добавят ассортимент и пирожки вкусные. Я планирую забраться на эту лестницу. Туда вверх. Да. Тут хорошо по ступенькам приезжать, подкачивать заднюю пятую. Потому что видели, сколько лестниц? С той стороны лестница, здесь в середине, еще там лестница. И вот ты, если по всем пройтись лестницам, очень будешь подкачан. Еще вам видов сверху парка. Я уже, конечно, отдышиваюсь. Вот здесь можно компании посидеть, отдохнуть. Я думаю, здесь довольно много людей приходит. Здесь, я так поняла,
по кругу идет прогулочная такая зона. Вот эти вот дорожки, когда можно и покататься. Детки катаются. Ох, наша погода. Все затянуто опять тучами. Поэтому все, на сегодня уже хватит мне прогулок. Уже много чего нагуляла, насмотрела. Так что вот такая у нас прогулочка. Получилась хорошая, объемная. Можно, чтобы приехать, посмотреть во Всеволожске. Какой городок-то? Это я свой влог заканчиваю. Подписались, лайкнули. Всем хорошего настроения, хороших путешествий. И пока-пока на сегодня.